Всем привет, YouTube канал Польза.нет, и сейчас мы идем топить Realme 14 Pro 5G. Его не просто можно топить, его нужно топить, потому что у него даже отдельный режим для съемки под водой есть. Правда, снимает он ужасно, но с другой стороны, главное, снимает и не тонет. Смотрим. Запись видео кнопкой. Опа. Ну ладно, на фронталку нет. На фронталку странно. Давайте-ка попробуем все-таки на основу. Как он перевернулся, да? Я первый раз, кстати, видел, как он переворачивается во время съемки под водой. Продолжить. Сфотографировать, записать видео. Все. Может, это, кстати, был глюк, но надеюсь, что нет. Напоминаю, что так все равно делать не надо. Для подобных изощрений есть специальные чехлы. Надеюсь, что он не погибнет, все-таки $200, но это не так критично будет, как, допустим, Vivo X100S когда-то, да? За 500 с лишним долларов. Вот так примерно вы сможете на него снимать. Насколько эффектно и эффективно, решать вам. Вспышка классная, материалы мне нравятся. Разумеется, это дело придет в негодность за полгода. Желательно это все ни в коем случае не использовать без чехла, потому что без чехла все эти кожзамы и подобное, и резина, она заставляет вас покупать Realme как раз каждые полгода, как они выпускают новинки. Лучше так не делать. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня не факт, что у меня это получится, потому что у меня в руках Realme 14 Pro 5G, это не версия плюс. И да, я бы мог начать с его минусов, но как всегда я оставлю их на потом. Сейчас я, разумеется, расскажу вам, что он может снимать в 4К на основной модуль. У него довольно неплохие фотографии, защита от влаги официальная, IP68, 69, и как вы видели, его можно топить, есть отдельный режим для этого, кому охота потопить смартфон. Неплохие 700 с лишним тысяч баллов в Antutu, довольно адекватный ценник, минимальная популярность, скажем честно, что если Pro Plus они сами пиарят, Pro версию они как-то не упоминают, потому что он очень сильно похож на вот этот смартфон Poco X7. И когда Poco X7 можно спокойно купить за 19, притом у него есть eSIM, здесь этого дела нет. К сожалению, Realme в среднем продается по 23 тысячи, и я уверен, что ниже они будут стараться его скидывать, но вопрос дня когда. Мы его уже прожаривали на канале Польза стримы, играли в него, вроде бы неплохо. Не буду, разумеется, вам рассказывать про то, что Type-C-шник не по центру, и мне это не особо нравится. Не буду вам рассказывать, что ценовая политика у Realme довольно странная. Они клепают довольно быстро аппараты, чтобы сравняться с Redmi, и линейка Redmi намного хуже. Я на днях сделаю стрим, чтобы рассказать вам о всех Redmi-ках. Но у этого смартфона есть довольно простая суперсила. Здесь физический датчик приближения. И те, кто намучился вот с этими смартфонами или кого это реально бесит, они поймут, почему это суперсила. В целом, смартфон интересный, простой, классный. Кто знает оболочку Realme, еще бы дешевле чуть-чуть был, и было бы еще интереснее. Сейчас расскажу подробнее. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной для Realme коробке желтого цвета из плотного картона. В комплекте у нас смартфон, защитная пленка, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 45 Вт, защитный чехол и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и руководство пользователя. Вес смартфона адекватный, 185 граммов, а габариты составляют 163 на 75 на 10,4 мм вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий, либо в описании своего канала, либо в комментарии, указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, первая ссылка в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Как раз там эти Realme по 22-23 сейчас скидываются. Надеюсь, будет ниже. Все розыгрыши в конце каждого месяца на отдельном канале для стримов. Перейдем же к смартфону. Начнем. Приобрести смарт можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. Внешние 14 Pro 5G не отличаются от модели 14 Pro Plus, обзор, к слову, уже был на нее на канале. Рамки выполнены из пластмассы, грани не прямые, а закругленные. Где-то в уголке плачет Samsung A55, правда? Собран смартфон неплохо, плюс за то, что есть стандарт защиты IP66, IP68 и IP69. То есть топить можно, но менять вам его после утопления никто, разумеется, не будет. Поэтому не стоит его топить. Для того, чтобы смарты топить, как я говорил в начале, существуют специальные чехлы. В руке лежит смартфон комфортный, одной рукой пользоваться можно, но тут все
как говорится, индивидуально. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, люфт есть, притом такой довольно приличный у обеих кнопок, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона с шумоподавлением и 2 стереодинамика. В настройках есть разные звуковые пресеты, но кастомного эквалайзера нет, хотя многие пишут, что он им и не нужен для динамиков. По мне, не особо разумно. Вибромотор настраиваемый, тактильно приятный и лучше, чем у Poco, во всяком случае, по ощущениям. А если говорить про стандарты защиты от влаги, классно, что здесь есть функция извлечения воды из динамиков. И съемка под водой — это тоже крутая тема. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением 2392 на 1080 пикселей. Экран имеет закругленные края, то есть такой минимальный водопад, и небольшие рамки. Соотношение экрана корпуса 93,7%, контрастность 5 миллионов к 1. Плотность пикселей скромная, 388 ppi, у конкурентов она значительно выше, у тех же Poco. Цветовой охват 100% DCI-P3, в пике экран выдает 1600 люксов, на 100% яркости 1100 люксов, но он магическим образом сбрасывает яркость ниже 400 люксов, как только вы начинаете играть в какой-нибудь PUBG New State. Так что не обольщайтесь. В обычном сценарии использования он тоже будет сбрасывать, если у него максимальная яркость долго. Но, опять же, этим грешат все смартфоны. Но не в такой мере, правда. Частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. Мультитач есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On дисплей на борту, шим затемнения до 3840 Гц тоже в наличии. Показатели шима вы видите на экране. Если измерять радексом, все волшебно. Если измерять прибором ТК, то не всегда волшебно, но опять же на той минимальной яркости, где шим показывает 60%, вы его использовать-то и не будете, там ничего вообще не видно. А вот если брать обычные значения, то 10-15% все у него с шимом отлично. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран. Разумеется, он расположен дешево, но работает он из 10 раз 9, это хорошо. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, притом разных, один нельзя завести. Это хорошо. Функция распознавания лиц срабатывает корректно, но внести биометрические данные можно только одного лица. Сразу вспоминается Honor X9C, который я недавно обозревал, на который ругался, у которого вообще 7 лиц можно завести. Но это его плюсы. У каждого смарта, как говорится, свои плюсы. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7320 Energy с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Он такой же, как Ultra у Poco, но вот название Energy. И максимальная частота 2,5 ГГц. Притом даже графический процессор тот же, Mali G615MP2. Оперативная память на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя 256 гигабайт или 512 гигабайт. Операционная система Realme UI на базе Android 15 версии. По связи имеется Bluetooth версии 5.4, Wi-Fi 6 серии, 5G сети, 4G сети и ниже. Датчик приближения работает корректно, он здесь феерический, за это им огромное спасибо. И за это и некоторые люди спокойно переплачивают 4000 относительно Poco, потому что это радость, когда у тебя адекватный датчик приближения. Список поддерживаемых Bluetooth кодеков вы видите на экране. В целом все стандартно. NFC-модуль в наличии, в отличие от, допустим, смартфона CMF Phone. Можно без проблем устанавливать MirPay для оплаты. GPS однодиапазонный, за что минус, но не удивительно, в смартфоне за $200 плюс-минус так и должно быть. И точность GPS показывает, как и у всех Dimensity, 1 метр. Хотя по позиционированию мне больше импонируют qualcomm-овские смарты, они у меня лучше отрабатывают как навигатора. Емкость аккумулятора 6000 мАч. В PC-марке смартфон выдал неприлично скромные 8 часов 31 минуту. Почему? Потому что вы видите 6000 мАч и думаете, вау, здесь должно быть 10, 11, 12 часов в PC-марке. Но нет, все как и было до этого, но зато 6000 написали. Зарядку поддерживают до 45 Вт, быструю, притом заряжается от 0 до сотки, он в среднем за час 10, час 20. Не быстро вообще. Вот как говорится, а зачем все эти зарядки Realme делали по 300 Вт? Чтобы потом пихать 45-ваттные? За что и издевались над Samsung? В итоге пришли к тому же, да? Беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости уходит 3-4% заряда в час. В играх 15-16%. Но игры — это боль, подтормаживаний сильных нет, но он сбрасывает яркость ниже 400 люксов. Переходим к тестам. Сколько он выбивает в тротлинг-тесте, вы видите на экране, все довольно стабильно. Что выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном. Здесь, в принципе, стрессовать нечему. Но если сравнивать тот же стресс-тест Antutu с Poco X7, то Poco X7 постабильнее будет. Но баллов в Antutu он выбивает на 30 тысяч меньше. Realme спокойно выбивает 725-720, то Poco у меня выбивал максимум 695. По большому счету, это всего 5%, но
индекс у процессора другой, может быть, где-то как-то что-то они разогнали. Storage тест выбивает нормальные 123 тысячи баллов, это прям очень круто, и за это им огромное спасибо, система работает хорошо за счет этого. Результаты вы видите на экране. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей, изъезженный с оптической стабилизацией, а-ля фокусным расстоянием 26 мм и углом обзора в 79 градусов, апертура 1.8, плюс есть 2-мегапиксельный датчик глубины. Максимальное разрешение для видео у него 4К 30 FPS, фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4, максимальное разрешение для съемки видео у фронталки 1080p 30 FPS. С тыльной части также можно обнаружить тройную LED-вспышку, которая может работать еще в режиме подсветки. В принципе, кстати, нормальная тема. Я скажу, может, не популярную штуку, но она помогает для съемки, особенно ночью. В сравнении со смартфоном Poco X7 у Realme более дерганная картинка, при этом выше детализация. Ночью же Poco проигрывает, но не во всех случаях. Те же тапки только в профиль, примеры фото и видео вы сейчас увидите. Подобного рода смартфоны адекватно снимают на штативе. Или в руках профессионалов супер медленно, как мне говорят. 1 секунда, полградуса. Вот с такой скоростью надо двигаться. Ну что, 4К 30 FPS, Poco X7 и Realme 14 Pro. И да, я подочумел, конечно, что у Realme нет ультраширика, но, как говорится, Realme виднее. Вот так примерно вы сможете снимать на эти два устройства. Супер медленно. Мега медленно. Примеры фото, как всегда, можете посмотреть у меня. Рывки вижу и там, но, наверное, даже на Poco вижу рывков больше, что самое интересное. И давайте плавно попробуем двигаться. Так можно будет двигаться плавно. Ну что, 4К 30 FPS в лифте, два устройства, Realme 14 Pro и Poco X7. Выбирайте, что вам больше нравится, что вам больше по душе. И по возможности напишите, что для вас лучше оказалось по видеосъемке. А по фотосъемке можете тоже написать, но после того, как скачаете исходнички и решите, что лучше, что хуже. Вот. Что ночь, 4К 30 FPS, съемка с двух рук. И вот так вы можете снимать на эти два смартфона. По работе со светом, где больше шумов. Кстати, почему-то я вижу больше шумов на Realme. Но может быть это глюк. Может быть вы видите больше шумов на Poco X5. Давайте X5 и X5. Все, у меня байк пикает. Хватит. 4К 30 FPS. Ночная съемка. Муляж рыбу будем считать. Вдруг в YouTube нельзя показывать рыбу. И вот так вы сможете снимать еду. Ночью. Это X5. X5. Ну вот и смысл вот так X5, да, X2. X2. Realme фото было просто в лютейших шумах. У Poco не так все печально. Но Realme пытается вытягивать больше из теней. Посмотрите, да, сколько больше информации. Ну так оно и бывает, к сожалению. А с другой стороны, нужна ли такая информация? Нужна. Лучше больше инфы, чем меньше. И вот так сможете снимать ночью. Ну-ка, допустим, с освещением как-то все будет. Где вам больше картинка нравится? Вообще какая-нибудь картинка вам нравится? 30 FPS, и я по сути не успел, чтобы не было музыки, а музыку врубили. Но это не критично все. Надеюсь, что я успею до того, как забанят за музыку, сказать, что вот такой пример 4К 30 FPS, и в принципе все, хватит с основы. Так, ну что, 4К 30 FPS, и в этой локации Realme ушатывает в нули по мне. Poco, вот то, что я вижу. Да, по цвету, может быть. Да какому по цвету? У Poco вообще никакого нет понимания того, что он снимает по ощущениям и по виду. И вот так вы примерно ночью можете снимать. Вот
эти две локации. В ночь, конечно, полная ушатайка от Realme. Очень-очень круто. Если вблизи, да, вот вблизи, допустим, встаешь, и здесь можно еще спорить, но ты только отдаляешься. А что это Poco не адаптировался, и все. Ну и у Poco фронталка 1080p 30 fps, точнее у Poco 1080p 60 fps, а у Poco X7 Pro, кстати, а не у X7, 30 fps. А здесь у нас фронталка 1080p 30 fps, и лучше что отрабатывает, вы сейчас видите, по мне Poco однозначно. Но опять же, постобработка, допускаю, что вы увидите другую картинку, в чем я слегка сомневаюсь. Но не факт. Все относительно. Что вам больше нравится по фронталке? И очередной эксперимент. Здесь уже 1080p 60 fps. И вот так. И в 60 fps. В 1080p по работе со светом. Honor. Точнее, Realme на голову выше. Недавно Honor тестировал. Но вот с фризами, конечно, зато картинка красивая. Если вот стоять, то безапелляционно лидер Realme. Но если вот начать идти, как говорится, плохая идея такая, с тем, чтобы идти. Здесь уже вопрос дня, да? Что лучше, что хуже. 4К 30 FPS, я вам официально заявляю, что этот Realme добавляет просто сток сочности, и мне триндец как не хватает вот в подобных сценариях ультраширика. То есть надо чуть ли не вплотную к тарелке держать. С другой стороны, справитесь вы с этим делом. И цветочки, как без цветочков. Цветочки при обычном освещении. Две лампочки здесь лупят, и все. X2 отдалил, X5 отдалил. Сверхстаб включается только в 1080p 60 fps. Сейчас мы снимаем в 4К 30 fps. Ультраширика нету, но не ладно. Видите, как я забил. Главное, чтобы фанаты Realme меня потом не съели, что зато телефон красивый, без ультраширика. А вообще логика, ну ладно, чтобы подешевле сделать. Это уже у нас просто наличие ультраширика, это считайте премиум класс считается. Как бы, или чего, субфлагманы. Ладно, основа, разумеется, используйте шлемы, не делайте так никогда, но если вдруг вы решите снимать, то вот такую картинку плюс-минус вы получите в движении. Лучше, разумеется, такого не делать. Такая себе картинка, мягко скажем. 1080p 60 fps, если вы будете ночью снимать, будет он снимать. Разумеется, все соевое, не настоящее, не беспокойтесь. И 4К 30 fps. Такие вот муляжи. Вот это я первый раз вижу, как поливают пальмы здесь. Тема. Это получается в 3.10 надо ловить это дело. И еще один заруб. Прикольно. И вот такая еда. Как она называется. Цвета, кстати, почти натуральные. Почти. Ладно, не в попад цвета. Но близки. Я уже, видите, лояльнее некуда становлюсь. X2, X5. Так, ну что, вот здесь довольно неплохо видно, насколько хорошо один или второй смартфон справляется. Допустим, ночные фотографии, обратите внимание, именно с фото Realme уделывает Poco по полной. Ну, понятно, что он не уделает в отсутствии ультраширика. В автомате фотографии средней температуры по больнице вы будете получать вот такой, если не будете помогать Poco пальчиком. Если говорить про фронталку, то Poco ночью не осиливает. Realme ночью делает очень даже неплохие фотки. Про основу, ну, здесь все на тоненького. Почему? Потому что вот заяц вот такого цвета, не такого, как у Realme, но с другой стороны, кроме цветов,
часов, больше претензий у меня никаких к тому же Realme нету. Хотя здесь вот единственная фотография, на которой я бы сказал, что Poco победил. При том, как говорят, днем картина чуть-чуть меняется. Почему? Потому что вот с одной стороны здесь у нас переосветленная, высветленная картинка с Poco, но местами, во всяком случае в цветах, она более правильная, чем у Realme. С другой стороны, если бы я выбирал среди этих двух фотографий, я бы однозначно все-таки выбрал бы Realme, потому что Poco искажений больше и больше ощущения того, что это все нарисовано. В то же время, если брать фронталку, у Poco, скажем так, при дневном свете получается более-менее адекватно, но у Realme все равно фото намного лучше при дневном свете. Да, может быть, с динамическим диапазоном местами не все хорошо, и, может быть, хотелось бы, чтобы вот здесь было немного мягче, но то, что делает Poco, это вообще печаль. То же самое, если брать, допустим, вот дневная фотография также на основные модули. Вот здесь, допустим, лучше отработал Poco. Как правильно пишут, если ты 10 фотографий сделаешь на один и тот же смартфон в автомате, у тебя еще по пикселям и цвета будут разные. Так оно и есть, но в целом ощущение будет плюс-минус одинаковое. И основная претензия, допустим, к Realme у меня чаще всего то, что цвета не соответствуют, но здесь они одинаково плюс-минус угадали, скажем так, в этом сценарии. По фронталке однозначно Realme лучше, и в целом фотовозможности вы сами видите, что у Realme средняя температура по больнице однозначно они лучше, чем у Poco. Минусы: нет АК-порта, изогнутый экран, нет сверхширика, высокий ценник относительно конкурентов, не супер волшебная сборка, потому что люфт у кнопок и правда такой довольно приличный. Минимальная кастомизация, ну и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, телеграм-канал скидок и телеграм-канал взаимопомощи. Плюс еще есть у меня мой личный телеграм-канал, там можете скачивать исходники фото и сравнивать с тем же, допустим, Poco, то, что я делал. Не забудьте, что этот смарт мы уже гоняли на прожарке польза стрима, то есть когда я вам рассказываю, что он где-то сбрасывал яркость, где-то ел слишком быстро батарею, какие-то глюки у него были. Приходите на канал для стримов, там запись прожарки остается, можете посмотреть, что он из себя показывал. Плюс, скорее всего, будет еще обзор одним кадром, это там, где я 10 минут иду и рассказываю о смартфоне, снимая на сам смартфон. Резюмировать хотел бы довольно просто, но мучительно. Смотрите, чем он лучше, чем CMF Phone, у которого такой же сенсор основной, а здесь даже ультраширика нет. Ничем. Он на 8000 дороже, ну у него, окей, есть стерео и есть NFC. А стерео здесь такое, что оно без кастомного эквалайзера, вибро такое же, ну чуть-чуть может быть лучше. Плюс защита от влаги, но здесь нельзя менять заднюю панель. То есть по большому счету это вы просто переплачиваете 50% за то, что у вас будет NFC, защита от влаги, и это будет Realme. Наверное, вот так. Чем он лучше, чем Poco? Разумеется, это не только тем, что он на 4000 дороже, это опять же 25% стоимости, а тем, что у него нет ультраширика, стоп, это минус. Тем, что у него вибро чуть-чуть приятнее, это факт. Датчик приближения здесь физический. То есть, если для вас важен датчик приближения, я вас понимаю, это нормальный смартфон. Если у него аналоги, скорее всего, их много, потому что за 23 тысячи ты улыбаешься, машешь, докидываешь 1500 рублей, покупаешь Poco X7 Pro, который абсолютно, бесконечно, безраздельно другой уровень смартфона. И да, ты докидываешь не 50%, как с CMF до Realme 14 Pro, а ты докидываешь всего 10%, даже меньше, 7%, чтобы купить Poco X7 Pro. При том, что да, если ты любишь Realme, если тебе он нравится, то смысла рассматривать что-то без телевика, у которого нулевой интерес от публики, 4 страницы на FOPA всего, 4. Нет никакого. То есть там либо покупать Realme 14 Pro Plus, который тоже является лютейшим оверпрайсом за супер телевик, либо, опять же, смириться и просто из-за датчика приближения, который есть еще в бешеном количестве смартфонов, физический, а не виртуальный, брать это устройство. Наверное, вот такой вот рассказ. Насколько интересно вам было, напишите в комментариях. Суперсилы, кроме датчика приближения, здесь нет никакой. Где-то яркость выше, хорошо, но в играх он так люто сбрасывает, как обычно средники не сбрасывают. Где-то вроде зарядка быстрая, но опять же, и этот аккумулятор высаживается довольно быстро, непонятно почему. Может быть, он настроится постепенно и, опять же, за счет сброса яркости будет у вас жить дольше. Девайсу от меня где-то за 1021
1000 рублей. Однозначно да, дороже, однозначно нет, потому что вот у нас два смартфона, и все равно здесь что-то выпилено. Чуть-чуть процессоры здесь разные, потому что здесь Ultra, а здесь название у нас... А здесь у нас Energy, вот в принципе вся и разница. Я не вижу, в чем причина, почему вот это устройство стоит на 4000 с лишним рублей дороже, чем Poco X7. Можете мне объяснить, в какой момент времени 25% стоимости накидывается на девайс, просто стоимость даже на распродаже какая-то очень далекая от реальности. А у Poco X7 бы тоже советовал бы им скинуть там, до 1017,5, точно не 19. Но вот это прям близко к сюру, потому что за эти деньги можно купить другого класса устройства от такого же а-ля бренда, который, кстати, более популярен по факту. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, на что еще интересно вам сделать обзор. Следующий обзор будет на Oppo Find X8, потом, скорее всего, Magic 7, либо C75 от Realme. Добра и удачи вам, дорогие друзья!